Компания Subaru представила спортивный седан WRX 5-го поколения, который выйдет на рынок США в 2022 году. Автомобиль переехал на новую платформу SGP, получил модернизированный турбомотор объемом 2,4 литра и обзавелся обновленным комплексом безопасности iSight. В США Subaru WRX унифицирован не с Impreza, а с более крупным японским универсалом Subaru Levorg. От него ему досталась передняя часть со светодиодной головной оптикой, такой же решеткой радиатора и бампером с интегрированными в него воздухозаборниками. Четырехдверка получила агрессивные пластиковые накладки на колесных арках и диски диаметром 17 либо 18 дюймов. В Subaru постарались улучшить аэродинамику. Так, прорези за передними колесами снижают подъемную силу на передней оси. Отверстие с торцов заднего бампера уменьшает поперечную раскачку, а накладки на колесных арках имеют особую фактурную поверхность, снижающую сопротивление воздуху. Причем такая же есть у защиты картера двигателя. К слову, там же под днищем отформованы специальные каналы, разгоняющие воздух для увеличения прижимной силы. Интерьер также знаком по модели Levorg, но с классическими аналоговыми шкалами приборов вместо большого дисплея. С мультимедийного тачскрина диагональю 11,6 дюйма можно управлять музыкой, навигацией, климат-контролем и встроенными настройками машины. Однако по бокам от него все-таки остались физические кнопки. На версию GT ставится передний кресло Recaro с электроприводом и отделкой искусственной замшей. Спортивная четырехдверка Subaru в ходе смены поколений переехала на модульную платформу CGP Subaru Global Platform. Длина новинки составляет 4669 мм, на 74 мм больше, чем у предшественника, а расстояние между осями 2672 мм, на 22 мм больше. Новая платформа позволила на 28% увеличить жесткость кузова на кручении, а в местах крепления подвесок жесткость выросла на 75%. Вдобавок ниже стал центр тяжести. WRX теперь имеет алюминиевые передние крылья. Они на 2,3 кг легче прежних стальных. Для повышения устойчивости и комфорта седану скорректировали геометрию шасси и увеличили ходы передней подвески. Плюс заменили усилитель руля на электрический, где одна шестерня передает вращающее усиление на рулевую рейку напрямую от водителя, а вторая от электромотора. Архитектура шасси прежняя. Макферсон спереди, двойные поперечные рычаги сзади. Под капотом WRX теперь стоит турбо-четверка 2,4 литра с отдачей 275 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. У предшественника было на 3 силы меньше, но момент был таким же. Коробок передач 2, шестиступенчатая механика и вариатор, который теперь называется Subaru Performance Transmission. Он умеет переходить в ручной режим с имитацией 8 ступеней, адаптируется к характеру вождения, а также может быстрее менять передаточные отношения, исходя из условий движения. Машина с механикой имеет постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, блокируемым вискомуфтой. А версии с вариатором оснащены цилиндрическим межосевым дифференциалом, распределяющим момент между передними и задними колесами в пропорции 45/55. А вместо вискомуфты блокировка происходит за счет фрикционов с электронным управлением. По-прежнему доступен переключатель режимов движения SI Drive с 3 профилями. Плюс появилась система Drive Mode Select, позволяющая настраивать под себя усиление на руле, жесткость амортизаторов и другие параметры. Но такая надстройка доступна только топовому WRX GT, оснащенному электронно управляемыми амортизаторами, 18-дюймовыми колесными дисками и комплексом безопасности iSight с адаптивным круиз-контролем и системой, работающей совместно с функцией предотвращения фронтальных столкновений. Она помогает уворачиваться от внезапных препятствий на скоростях до 80 км в час. Продажи Subaru WRX следующего поколения стартуют в США в начале 2022 года. Информацию о ценах в компании пока не раскрыли, а выпуск машин будет налажен в Японии. Как вам внешность новой Subaru WRX? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.